19-й год. Советская Россия, по сути, в огненном кольце. Это был тот самый переломный момент гражданской войны, когда все могло пойти, совершенно иначе. Именно тогда, в 19-м, решалась судьба не только России, но, без преувеличения, всего 20 века. В этом разборе давайте посмотрим, как почти неминуемый крах большевиков обернулся их главной решающей победой. Итак, начало 19-го. Положение у большевиков, честно говоря, отчаянное. Они оказались заперты буквально в сплошном кольце врагов. Ни одной спокойной границы. Со всех сторон давление. Казалось, все, их дни сочтены. И это, конечно, было не просто давление с какой-то одной стороны. Нет, речь идет о скоординированном наступлении, причем сразу с нескольких направлений. Историки потом очень метко назовут это «огненным кольцом». Так давайте же разберемся, кто именно сжимал эту смертельную хватку. И вот они, главные действующие лица этого наступления. Три крупнейших белых военачальника. Адмирал Колчак с востока, генерал Деникин с юга и генерал Юденич с северо-запада. Они начали, что важно, согласованное наступление. А цель у них была, в общем-то, простая, но невероятно амбициозная. Прорваться к центру, соединиться и взять Москву с Петроградом. То есть одним ударом сокрушить советскую власть. И надо сказать, поначалу их план работал. Просто идеально. Словно мощная волна, Белый прилив покатился вперед. Скорость была просто ошеломляющей, и в тот момент казалось, что никакая сила уже не сможет их остановить. Вот взгляните на хронологию, это очень важно. Это же не были какие-то разрозненные случайные атаки. Нет, все наступления шли практически одновременно. Можете себе представить, какое колоссальное давление это создавало для Красной армии. Сразу на нескольких фронтах. Начнем с востока. Там армия адмирала Колчака, который, напомню, провозгласил себя верховным правителем России, прорывает фронт. Его войска берут Уфу, захватывают весь Урал и стремительно несутся к Волге. Казалось, еще немного, и путь на Москву будет открыт. Тем временем на юге генерал Деникин издает свою знаменитую московскую директиву и буквально рвется к самому сердцу России. Его армии берут Курск, потом Орел, и вот они уже всего в 350 километрах от Москвы. Это критически близко. Угроза была реальнее, чем когда-либо. Ну а на северо-западе там вообще картина почти кинематографичная. Генерал Юденич со своими войсками подходит настолько близко к колыбели революции, к Петрограду, что, как рассказывают, его солдаты уже могли разглядеть в бинокли золотые шпили города. Вы только представьте, исход всей войны висел буквально на волоске. И вот тут, в этот самый момент, на самом пике успеха белых, происходит что-то совершенно невероятное. Вся эта мощная волна, этот прилив, который казался неостановимым, внезапно разбивается и откатывается назад. Проходит всего несколько месяцев, и ситуация меняется просто кардинально. Все три ударные группировки белых — Колчак, Деникин, Юденич — все они разгромлены. Их наступления захлебнулись и превратились в беспорядочное хаотичное отступление. И вот он, главный вопрос, на который мы попробуем найти ответ. Что же, черт возьми, произошло? Каким образом красным удалось совершить этот невероятный камбэк, переломить ход войны, когда, казалось бы, все уже было потеряно? Знаете, ответ тут кроется не в каком-то одном гениальном маневре или в одном решающем сражении. Нет, все гораздо глубже. Победу красным обеспечил целый ряд, скажем так, фундаментальных структурных преимуществ. Так что давайте проведем своего рода вскрытие и разберем анатомию этого поражения белых. Во-первых, география. Это просто критически важно. Смотрите, красные контролировали самый центр России. Это промышленное сердце страны, это все оружейные заводы и, что самое главное, это густая сеть железных дорог. А что это значит? Это значит, они могли как по внутренним линиям очень быстро перебрасывать войска с одного угрожаемого участка на другой. А белые были разбросаны по гигантским окраинам. Между их фронтами огромное расстояние, плохая связь. Координировать действия в таких условиях было, практически нереально. Второй пункт — организация. У красных была единая жесткая централизованная командная структура. Все подчинялось одному центру. А что у белых? А у белых постоянные внутренние распри, борьба за власть. Генералы не доверяли друг другу, плели интриги. Разные региональные правительства, казачество — все тянули одеяло на себя, стремились к какой-то независимости. Понятно, что в таком хаосе выстроить единую и слаженную стратегию было просто невозможно.
Но ведь мало иметь централизованное командование. Нужна еще и армия, которая будет выполнять приказы. И вот это превращение разрозненных отрядов красногвардейцев в настоящую, боеспособную, дисциплинированную армию стало, пожалуй, ключевым фактором победы. И за этой титанической работой стоял один вполне конкретный человек. Даже Ленин, который, мягко говоря, не всегда был с ним в ладах, признавал его исключительную роль. Вот что он говорил о Льве Троцком. А вот показали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. Это ведь прямая цитата. Именно Троцкий на посту наркома по военным делам фактически с нуля и построил ту самую военную машину, которая и выиграла войну, рабоче-крестьянскую Красную армию. И методы у него были, надо сказать, весьма интересные. Он вообще не боялся принимать жесткие, непопулярные, но очень прагматичные решения. Что он сделал? Ну, во-первых, вернул традиционную дисциплину, единоначалие и даже смертную казнь за дезертирство. Во-вторых, он пошел на очень смелый шаг, массово привлек в армию так называемых воинспектов. А это ведь были бывшие царские офицеры, десятки тысяч человек. Их опыт был просто бесценен. В-третьих, чтобы они не перебежали к белым, он поставил над ними жесткий контроль политических комиссаров. Ну и, наконец, его личный пример. Знаменитый бронепоезд Троцкого, который мотался по всем фронтам, появляясь в самых критических точках, стал настоящим символом центральной власти и здорово поднимал боевой дух. Идем дальше. Идеология. Тут тоже колоссальный разрыв. Красные били в самую точку простыми, мощными и очень понятными лозунгами. «Земля крестьянам», «Мир народам». А что предлагали белые? А у них была очень туманная политика так называемого непредрешенчества. Ну то есть давайте, мол, сначала победим большевиков, а уж потом разберемся, как устроить Россию. Это не очень-то вдохновляло. А их главный лозунг «За единую и неделимую Россию» прямо отталкивал от них все национальные окраины, которые вообще-то могли бы стать их союзниками. Но, пожалуй, самый главный, решающий фактор — это вопрос о земле. Посмотрите, красные, да, они проводили жесточайшую продразверстку, то есть силой отбирали у крестьян зерно. Это было ужасно. Но они узаконили то главное, что дала революция — захват крестьянами помещичьих земель. А что делали белые? Приходя на какую-то территорию, они очень часто возвращали эту землю прежним владельцам, помещикам. И вот теперь представьте себя на месте крестьянина. А крестьяне — это на минуточку 80% населения страны. Выбор для них был мучительным, конечно, но в конечном счете очевидным. Так, что же мы имеем в сухом остатке? Как видим, победа красных — это никакое не чудо. Это вполне логичное следствие целого набора факторов — география, лучшая организация, понятная идеология, но был один фактор, который, пожалуй, перевесил все остальное. Просто вдумайтесь в это число. 80%. Столько крестьян жило тогда в России, и именно их позиция, их молчаливый или не очень молчаливый выбор в конечном итоге и решил исход всей этой страшной войны. Да, крестьяне ненавидели красных за то, что у них отбирали хлеб, но белых они боялись гораздо-гораздо больше. Страх, что вернется помещик и отберет землю, которую они вот только-только получили, этот страх оказался сильнее всего. И они сделали свой выбор, выбрали, как им тогда казалось, меньшее из двух зол, и именно этим выбором они и решили судьбу всей страны. Так что же, получается, победа красных была абсолютно неизбежна, просто предопределена всеми этими структурными преимуществами? Или все-таки у белого движения был реальный шанс на победу, который они просто упустили из-за своих же фатальных ошибок? Знаете, это тот самый вопрос, который до сих пор заставляет историков ломать копья и который остается, пожалуй, одним из самых сложных и болезненных во всей истории России.